Народ, всем привет! Сегодня будет мега крутой ролик. Просто 3 в одном, как кофе. Сегодня у нас развод, обман в автосервисе, небольшой конфликт, как многие из вас любят, а также традиционное оживление мертвеца. И тоже не обычное, а двойное. Короче, недавно мы получили очень интересное письмо на почту, где некто Олег рассказал историю о том, что он недавно приобрел у товарища автомобиль, поездил на нем буквально полгода, и в какой-то момент машина не завелась. Он обратился в автосервис, и после этого в автосервисе развели его на 90 косарей, машина так и не заводится, и, в общем, помогите, пожалуйста. От такого мы не могли отказаться, поэтому в один из дней бросаем все и едем в автосервис. Итак, сегодня случилось удивительное чудо. Сегодня Олег не опоздал, и не просто не опоздал, а приехал даже на 10 минут раньше. Лично для меня это уже шок. Сегодня мы приехали в Долгопрудный на оживление. И вот как только мы решили взять новое оживление, сразу минус 13, минус 14. Ну, дубище явно. Машина стоит вон там в сервисе. Вот, всю предысторию владелец сейчас расскажет. Но есть момент. Естественно, традиционно нужно, чтобы Олег угадал, что это за машина. И у нас получается такая тема. Все знают, что это за тачка, кроме тебя, Олег. Угу. И чтобы ты угадывал намного быстрее, чем обычно, я тебе дам вводные данные. Давай. Прям 3 вводных данных. Смотри. Первое. Мы ни разу не оживляли машины этого бренда. Второе. Да, Олег, это уже... Опять Хондросамант этот. Нет. Иран Ходро Самант. Эта машина желтого цвета. Желтого. Это уже много тебе что скажет. И не такси. И третье. Среди нас есть человек, которому, как ни странно, этот бренд близок. И это Балацко. Причем не думай почему, Олег. Просто единственный, кто хоть как-то из нас всех 4 сталкивался с этим брендом, это Балацко. Вот он. И... Желтый Москвич 2141. Очень близко, но нет. Но, кстати, да, бывали же желтые Москвичи 2141. Да, в такси. Да блин. Чтоб ты понимал, у этого бренда полно моделей, ты их знаешь, но конкретно эту ты вообще вряд ли слышал и вряд ли знаешь. Это очень редкая машина этого бренда. Ну, и это... при этом она запоминающаяся. Ты вот один раз увидишь и скажешь: охренеть, блин, как я не знал, что такие существуют. 3 варианта. Это иностранщина. 100%. 100 пудов. Ну, тогда наклонности у нее, наверное, спортивные. Да, но только внешне. Хорошо, это ваговская? Ни тема? в коем случае нет. Ты что, смеешься? Мы с Вагом работаем совсем. Ладно, работаем. это Европа? Да. Гадал. Название этого бренда состоит всего из 4 букв. 4. Ну, Audi мы оживляли. Да, ну в смысле, ты... Fiat. Наконец-то, да, это Fiat, Олег. Да, это Fiat. И что-то, да, у них была какая-то приспортивленная тачка. Именно она есть. 97-го года, Олег. Как зовут ее модель эту? Fiat Coupe. Купе просто Да, эта модель просто Coupe, называется? да. Охренеть. В чем прикол? Машина стоит на территории сервиса, и, возможно, как с Гольфом, сейчас придется нам ее отсюда тащить. Потому что, да, Олег, машина не заводится. Вот же он. Ага. В те годы у Фиата была машина, способная поспорить даже с Порше. Кто здесь есть владелец? Владелец я. Давайте знакомиться. Меня зовут Андрей. Олег. Здрасте. Олег. Олег, прикинь, он угадал твое имя сразу. Да? Здрасте. Что-то Олег, у вас, я друг смотрю, Олега. еще мертвецы не тут сразу образовались. Короче, Олег, тут супер вообще предыстория. Помимо того, что нашелся великий интеллектуал, который приобрел себе старую итальянскую машину, которая нахрен никому не нужна, которой нет запчастей и которая просто является полнейшим шротом по своей сути. Помимо этого, у него еще произошла веселая история. Рассказывай. Ездил я на Opel Zafira. Ну тогда тебе, в принципе, ничего не спрашивают. Зафира Б хотя бы. Ой, рестайлинговая. Все, Ну, это семейная машина, мы ее брали еще с салона. То есть она все это время, все 20 лет у нас была в семье. Ага. Вот. Мы брали, прикинь, он, наверное, в 2 года, ему 22 года, в 2 года поехал брать. Да, и в тени меня Бася спрашивает: что тебе нравится тачка? Вот. Все, накатался.
Было решено продавать ее, потому что начала сыпаться. Продал Решил взять что-то другое, что теперь будет сыпаться. По бюджету 350 тысяч получилось продать Opel. За эти деньги особо вообще ничего не нравилось. Но тебе нужна была семейная машина, правильно, взамен Opel? Просто любая, но хотя бы интересная. Не какой-то обычный поджопник. Твоим родителям Не супер простая. Твоим родителям надоело ездить на машине, и они поняли, что ладно, ты езди сам. Да, Сначала. из Так. этой цели. И подвернулся вариант взять этот Фиат. Как подвернулся такой вариант вообще? Ты просто нашел в объявлениях? Написал знакомый, Да. который машинами Вот занимается. вот так они продаются, да. Не, ну, я видел то, что он на ней ездил. Была такая информация, он говорит, вот, Один раз. предложил мне ее забрать. Ну, я решил, Ну просто что понял, что он если не никому ее не сейчас- продаст, надо найти какого-то классного чела и предложил другу. С тех Причем- пор они не дружат. Причем, смотри, да, многие вот люди, которые покупают тачки, они говорят, что, ну, типа, тачка была на ходу, ездила, да, тут, видишь, все дипломатичнее. Была информация, что она ездит. Да-да-да, причем информация, да-да-да. вот, ну и решил взять. Так, Прокатался полгода, ничего не ломалось более-менее, потихоньку ее восстанавливал. как если ничего не ломалось, что ты восстанавливал? Все Гранаты сломалось раньше. менял, масло менял. Восстанавливал, масло Ну, восстанавливал. все, что надо было менять, в общем, я старался на ней заменить, потому что много проблемных мест было, подвеска и так далее. Так. Вот. Потом уехал в командировку, на 3 дня она встала в январе, вот как раз это было в начале января. Приезжаю, пытаюсь завести, не заводится. Все, вот на этом Может, аккумулятор сел? Нет, аккумулятор новый, Да. он тоже сломался, я его в какой-то момент поменял. Аккумулятор сломал. Да, прям так и было. Ну, пополам. Просто она в холостую крутилась, не чихала, не пердела, не пыталась завестись, просто крутилась. Пробовали подлить бензин, потому что стрелка на минимум лежала, думал, вдруг датчик немножко врет. Вот, долили Да. бензин. Так. э, Уже что-то делали, уже пытались, видно, чувствуется так. Вот. Бензин не помог? Не помогло, да. Начал обзванивать сервисы. Многие говорили, то, что нет, такой машины не возьмем. А В многие итоге- говорили, что это такое вообще, я слышу. Да. Дозвонились до одного из сервисов, он сказал, да, привозите. Там приговорили мотор каким-то образом. Сразу, да. Да. Блин, я знаешь, Ну, что они там- боюсь? Что там, блин, там ременной мотор? Да. Что там, блин, сейчас ГРМ порван и вообще жопа. Так, Нет, ГРМ не порван. Точно? Это предполагалось. да. ладно, ладно, так, уже, смотри-ка, уровень прям. Так, Вот. Тебя можно прервать на секунду? да, Просто я вроде тебя видел, да, в интернете. может быть, Ну, машинами. да. Просто у меня X5 50D, я хотел аудиосистему поставить. Я не занимаюсь такими вещами. Нет? Я ремонтирую машины. Ремонтируешь Да. чисто? А какие именно? Я ремонтирую любые машины. Любые? У меня проблема такая, смотри. Мне правда, просто проконсультироваться. Хорошо, но смотри, 10 человек стоит, мы тут снимаем ролик. Ну ты сейчас вообще не вовремя. Вообще понял. В тот момент, когда мы слушали увлекательную историю от Олега и Егора о том, что же произошло с Фиатом, к нам внезапно, прям несмотря на камеры, подходит чел и начинает жаловаться на проблемы в своей X5. Это как видео странно, но это еще не все. Также помимо него к нам внезапно подходит еще другой чел, который называется охранником и тут же начинает нам предъявлять. Просто вы снимаете наши территории, нам хотелось бы это хотя бы как минимум знать. Сейчас я все объясню. Сейчас, одну секунду, все объясню. Здравствуйте. Старший, да, этой группы? Ну да. Ну старший у нас, конечно, Олег, но я являюсь здесь как бы, да. Хорошо, расскажите, пожалуйста, что здесь происходит. Мы приехали, вот смотрите, видите, вот этот желтенький Фиат, мы приехали его как бы оживить. Он не работает, не заводится, мы хотим его завести, чтобы он ездил. А вот для чего съемки? А потому что у нас есть канал на YouTube, и мы выкладываем ролики, и люди видят, как мы это делаем. Им нравится, они говорят, снимайте еще. И вот мы все снимаем и снимаем. Частная собственность. Как она она- ничем не отличается от квартиры. Секунду, это, вот смотрите, вот здесь есть мойка, правильно? Вот автосервис. Это все А это- техцентр. Все, это общественное место, сюда Нет, приходят клиенты. это Это не общественное место. Все, если сюда приходят клиенты, значит, это общественное Давайте место. мы спорить не будем. Давайте не будем, давайте. Да, я давайте. начал с юридическими образованиями, меня слушают. А я очень много юридических роликов посмотрел. Вы сейчас что планируете сделать? Да мы сейчас посмотрим, что как. Вы, скорее всего, машину отсюда заберем. Хорошо, но правда я насколько знаю, что есть какие-то вопросы вот с вашей машиной там по поводу оплаты и так далее. О, это уже не к нам, это к владельцу. Ну, в любом случае, работа оплатит. разберемся. Ну, короче, надо будет этот Да, вопрос разберемся, решить. да, все нормально. Все решим, все нормально. Теперь по поводу съемки. Так. Подождите, мне надо сначала с директором это обсудить, даст ли он разрешение, еще раз говорю, снимать. Если не даст, то не надо снимать.
А мы в любом... Вы заведите машину, а снимайте вот в общественном месте на дороге. Не, мы сейчас будем продолжать. Мы сейчас заберем машину отсюда. И все. Уважаемый, ну вот как вот еще раз объяснить? Ну если, допустим, мы не разрешаем этого делать. Только что, к сожалению, закон Российской Федерации все равно Да разрешает. нету тут такого закона. А что у вас это здесь- частная территория, квартира, И понимаете? это не квартира. Это Нет, квартира. это не квартира. Большая разница. Вы не путайте, пожалуйста, частную Олег, жизнь пожалуйста, я тебя просил. и не частную надо, не надо. Олег, собственность. не надо. Это частная собственность. Какая бы она ни была частная собственность, она находится на территории Российской Федерации и подчиняет законам Российской Я Федерации. могу прийти к вам Да. в квартиру, в Вы можете туалет прийти к нам в и сервис. снять шоу. Смотрите, у нас есть сервис, вы можете прийти Я к не нам в хочу, сервис я и хочу в снять. туалет к вам прийти. Вот где Зачем вы вам? спальня? Зачем вы хотите прийти ко мне в туалет? Ну, мне интересно шоу, у меня тоже на ютубе есть люди. Ну, смотрите, если как А бы... если я приду к вам в спальню, у меня подписчиков увеличится в разы. Вряд ли, Согласны? вряд ли. 100%. А у меня спальня Ну, три, обычная. допустим. Давайте лучше сделаем так, чтобы вот ни вам, ни нам не было никаких заморочек. Мы сейчас счищаем стек с этой машины, забираем ее отсюда, и вы забываете про нас, как про Нет. страшный сон. Я не отдам вам эту машину. Да? А вот на это вы права не имеете. У нас же есть собственник. Ты вот У меня пытаешься... есть закон Российской Федерации, Так. машина стоит на моей территории и Так. так далее. А есть человек, который ей владеет, ты пришел ее забрать. Ну, давайте вот в суде и поговорим. В каком Ну, раз суде? вы так, Нет, на самом деле... Вы зачем вот хамите, а? Я хамлю. вас спокойно прошу. Я хамлю. юрист, вы не правы. Вот, Хорошо, может спасибо. быть, я Юрист-БМВист, странно даже. говорю, пожалуйста, берите камеру. А он имеет право полностью забрать свое транспортное Да средство. я к транспортному средству, собственно, не имею никакой претензии. значит, Я и говорю про Камеру, камеру. он также имеет право снимать, также и сотрудников, и всех Да. остальных. Нет, не имеет Имею права. право, имею. Это частная территория. Ну ладно. Хорошо, делайте быстрее. Все, спасибо. Так мы Не этим... за что, уезжайте отсюда быстрее. Собирайте. Правильно, только там надо рассчитаться же еще. Да, там друг пошел. А, все, Нормально. все. Так, поехали. Вопрос, вот эта семерка, она здесь зачем? Чтобы вытащить эту машину? Не, ну Я можно понял. заодно ее тоже починить. Понятно, до кучи. Давайте мы сначала разберемся с этой машиной. Вопрос в чем? Есть у кого-нибудь щетка? Давайте почистим машину. Да. Эта семерка способна эту машину отсюда вытащить? Да. Все. Есть трос? Да, есть. Есть? Все. У владельцев Фиата всегда есть трос, Олег. И всегда есть Недавний запасная Форд, тем семерка. более. Надеюсь, это не частная Я думал, ты собственность? туда, внутрь сразу. А я тебе говорил, Олег, не зря я ролики юристов смотрю в интернете. А, видел, как я всех уделал, блин? Да вообще прям. Еще бы сейчас сказал, там 23-й федеральный закон, вообще все охренели бы. Ну, я просто не знаю, какой. Ага. А если бы я начал сыпать аббревиатурами ваговских моторов, то вряд ли это бы помогло. По законам ДК-500, НЕЗ и ЦЦЗА моторов ДК-500 мы это имеем не право снимать закон. где угодно. Какая классная тачка. В кавычках. Не, реально прикольно. Я в свое время, я с этой машиной знаком. В каком плане? Я когда-то, как и все, был молодой, горячий и без денег абсолютно. И мечтал о красивой, крутой тачке. И, естественно, все такие люди всегда смотрят, что нормальная, хорошая машина продается задорого, и тут почему-то продается дешево. Вот такая почти Феррари. И, конечно же, я тоже смотрел на нее и думал, почему же люди такие идиоты так дешево продают такую красивую машину. Слава богу, я не купил. Там еще и салон кожаный, прикинь, ни хрена себе. И ручка КПП прикольная. Еще и Пининфарина написано посередине. Олег, ты знаешь, что такое Пининфарина? Нет. Это итальянское ателье, дизайн-ателье. А задние вот эти фонари, они с УАЗика сняты, да? Вот на УАЗиках такие были раньше. Олег, ты признаешь их? Нет. У меня никогда не было УАЗика. Так, таким тросом мы, чувствую, далеко уедем, да? Ну, через весь город он проехал на А, нем. ну не, нормально. Вроде Выглядит он более хлипким, чем по факту. Мне просто интересно, как семерка на заднем приводе с легкой задницей вообще в принципе сможет сдвинуть с места этот Фиат. Что-то холостой ход скачет, да? Да, дымовой датчик. А Похоже, что с ним случилось? Ну все, отжил свое. Ага. Ладно. А как это понятно стало? Ну я с него скинул, он начал еще завышать обороты. Внимание! Есть такая классная штука, называется «после не значит вследствие». И скинув, можно было скинуть что угодно и получить какой-то эффект. Это не значит, что проблема в этом. Короче, Олег, рассказывай. Я там в письме прочитал еще более интересную штуку. Это все фигня. Ты мне расскажи про то, что было дальше. Привез в этот сервис. Так. Вечером уже поздно, когда и не работали.
Так. На следующий день, вот как раз поставил где-то на этом месте машину. На следующий день с утра им позвонил, как они открылись. Говорю, вот я к вам привез машину, не заводится. Говорят, да, хорошо, посмотрим. Мне позвонили, представились автосервисом Так. и говорят, то есть, у тебя там вообще свечи развалились, то есть, такая-то проблема. Надо столько денег закинуть. Вечер развалились. Да. Так. Но это на самом деле произошло, это вот то, что узнали от этого автосервиса. Ага. Говорю, да, хорошо, начинаю скидывать деньги, какие-то суммы, которые называли. Потом в течение дня еще несколько звонков было, говорят, вот мы у тебя там клапанную крышку сняли, ну там сказали, то, что прокладка ГБЦ И все пробилась, звонили якобы с все одного и это... того же номера, да? Да, да, да. Так. Говорят, вот у тебя прокладка ГБЦ. Олег, ты слушай внимательно, тебе будет прям полезно это. Что? Так. Так. Как Олегов могут развести. А, вот в чем дело. Ну, так. Ну и так вот в итоге в течение дня было несколько звонков. Мне называли работы, называли суммы, я переводил деньги. Общая сумма чека всех составила 92 тысячи. 92 тысячи. Так, и самое главное, что оказалось потом? Во время, ну, последний звонок, последний разговор, я говорю, то, что нет, какая-то фигня происходит. Я сначала приеду в сервис, увижу своими глазами, что какие-то проблемы с машиной, с мотором и так далее. И тогда начинаем все работы. То Говорят, есть ты это понял только спустя 92 да, тысячи? да, да, Так, так, спустя 5 переводов. так, В итоге там на том конце трубки начали ругаться, в конце разговора меня вообще послали. так. Я говорю, какая-то фигня, не похоже. Странная что- автосервис. Да. Вот, приехал сюда, начал разговаривать с механиком, который занимался машиной. Он говорит, я вообще не понимаю, о чем ты. Мы сначала вот не допонимали друг друга, и потом вот только состыковались. Он говорит, что мне тоже с этого номера звонили, представились твоим братом, говорят, все дальнейшие коммуникации только через него. Да, да, Узнал, да. что с машиной первоначально, то же самое, то есть, получается, он мне в начале нашего разговора рассказал. А у механика узнал вот. Короче, Нормально. Это- Типичная схема развода при доставке всяких строительных материалов точно такая же. да? Да, ты- люди звонят одному человеку и второму. И просто вот так. Короче, в двух словах, развод выглядит так. Ты загоняешь машину в автосервис, и через какое-то время тебе якобы звонят из этого сервиса, говорят, что у тебя есть проблемы, и нужно столько-то денег перекинуть. Иногда для того, чтобы замотивировать тебя быстро это сделать, они могут сказать, короче, у тебя тут жопа и стоимость ремонта 100 тысяч, но мы сейчас нашли вот эту запчастюлину вот в 3 раза дешевле за 30. Вот если ты сейчас 30 переведешь, мы быстренько ее купим и вас оставим. Человек переводит деньги, переводит, а потом понимаешь, что его машиной даже никто не занимался. И сервис вообще не в курсе, что это происходит. То есть это просто мошенники. Они звонят в сервис, узнают информацию про машину, звонят клиенту якобы от имени сервиса, и ему лечат на уши и берут у него деньги. Охренеть. И ты попал на этот раз. Да, я даже не догадался. Ну, я мне доверчивый тоже- сам он мне по себе. тоже начал звонить, говорит, какая-то фигня, говорит, ну, меня, по-моему, развод. Я говорю, тебя развели, все. Я говорю, почему ты сразу Вот это позвонил?» поддержка друзей. Ты что, ты им сказал, ты фу, лошара, нет? Да? Ну что, дернем? А вы все, короче, вы все одна компания? Вообще случайно встретился. Случайно Но я вот встретился. его знаю давно. Да, случайно просто встретились. Да, вообще случайно. Вы случайно Я встретились? сюда приехал, короче, сделать тачку. Я объездил все сервисы Долгопрудного, никто жигами вообще не занимается. В фит-сервисе вообще десятку сказали за то, чтобы мне просто поменять антифриз и печку сделать, потому что она дует слабо очень. 10 тысяч. У меня вот две проблемы, мне надо сделать вот печка хреново дует и вот эти обороты, все. Типа, а во втором вроде едет. Тебе повезло, у нас есть специалист по АвтоВАЗу, зовут его Олег. Он с детства с АвтоВАЗом, он работал на официальном дилере ВАЗа. Более того, он разрабатывал эту машину, понял? Так что Олег знает все наизусть здесь. Да. Не Олег. покупайте АвтоВАЗ. Единственный совет. Ну, а вы видели цены вообще? Сейчас только это можно купить. Сколько она стоит сейчас? 135. 1800? 135 я взял. 135? Ну, она рейндж-векторная, уже неплохо. Да. Нормально. Ну, вроде как, я, конечно, не автоспец, я подлез под одно дно, есть пороги вроде как есть. Ну, я смотрю вот отсюда, мне кажется, пороги здесь лучше, чем вот здесь. Так что ты уже не прогадал. Ты реально сам надеешься, что ты вытащишь эту машину? Да нет. Мне кажется, шансов нет вообще вытащить. Ну, сейчас это, сядем на багажник Сядите все. на багажник, да, все. то- Да там уже, смотрю, садился кто-то, смотри. Неоднократно. Ты не первую машину вытаскиваешь. И? Бампер жалко. О, нифига, реально тянет. Мне кажется, семерки сейчас отвалится задний бампер. Прям поставь. Нормально идет, давай еще немножко. Нет, он газовать-то не надо, а то, что газует не быстрее, не поедем. Нормально. Все. Еще раз извините, пожалуйста. Всего доброго. Парень не уезжает одну минуту вот этот хозяин. А что случилось?
Спасибо. А вы говорили что-то про семерку? Я, блин, семерка вообще лучшая тачка в мире. Семерка огонь. В то время, пока мы очищали Фиат и вытаскивали его с парковки, Олег, владелец этого Фиата, сходил и оплатил те самые деньги, о которых говорил охранник этого автосервиса. И вот здесь нужно прояснить один момент. Возможно, у вас сложится впечатление, что именно этот автосервис и развел бедолагу Олега на 92 тысячи. Но это не так. Это сделали совсем другие люди, мошенники, и об этом мы поговорим попозже. А на данный момент, так как нам все-таки запрещают и мешают нормально снимать в этом автосервисе, ничего лучше, чем забрать Фиат и уехать отсюда, мы не придумали. Поэтому цепляем его тросом к Туарегу и едем на свободную парковку. Вы там лучше лежачие быстро не проезжайте, подвески нет. Она прям очень сильно прыгает и днищем бьется. Ладно, тогда будем Спасибо. проезжать медленно. Ты случай интересный. Вот смотри, Поехал. дубасит. А с какой самой быстрой скоростью ты ездил на своем Фиате? 150, наверное. Дальше не рисковал. Хорошо. Мы можем сейчас жахнуть 180. Как зовут его? Егор. Егор. Блин, Егор вообще молодец. Вообще молодец. На трассу прям абсолютно правильно едет. Он вообще молодец. Смотри, вот мы за все это время, у нас был один рывочек только на лежачем. Хорошо, а ты вот в курсе, вот эти 92 тысячи перевел, да? Ты в курсе, что ты собираешься с этим делать? Ничего. Ничего? Это А стало почему? жизненным уроком. Я в тот же день в полицию обратился, в банк обратился, там создали обращение. По обращению мне потом достаточно быстро ответили, говорят, вы собственноручно выполнили этот перевод, Да, ничем да. помочь не можем. Да. В полицию съездил, Ну, то есть ты предпринимал действия. да, Так. в тот же день говорил с товарищем полицейским. Он объяснил, как будет происходить поиск этого человека, потому что в целом это бесполезно, потому что люди так квартиры теряют, миллионы теряют, и днем с огнем не сыщешь. Но это на самом деле хорошо, что это в свет выйдет, люди будут знать, понимать. Да, да. Я думаю, многие и так, конечно, знали, но вот на чужих ошибках, когда это наглядно, Да. становится более понятно. У нас, в сервисе, чтобы ты понял, 2 недели назад попытались такую же схему провернуть, но у нас просто ребята шарят. Специально для тех, кто, возможно, не до конца понял, как работает этот развод, я отдельно прямо коротко сейчас поясню. Смотрите, в тот момент, когда владелец ставит свою машину в автосервис, мошенники делают очень хитро. Они звонят в этот сервис, представляются сватом, братом, другом владельца и говорят, вы не звоните ему, он не шарит, или там у него нет времени, или еще что-то, вы звоните мне по всем вопросам с машиной. И далее узнают необходимую информацию об автомобиле у автосервиса. Автосервис, как бы, ну понятно, звонит представитель владельца, без задней мысли может спокойно эту информацию передать. И дальше они, пользуясь этой информацией, звонят владельцу и говорят, смотрите, у вас на машине там нужно сделать глобальные работы. Владелец думает, что ему звонят с сервиса, ведь ему дают данные по автомобилю, они точно знают, что за машина, где стоит и так далее, и так далее. И он на доверии, конечно же, пересылает деньги этим мошенникам. И дальше мошенники просто пропадают. И владелец приезжает в сервис и говорит, ребят, я вам вообще-то перевел 92 тысячи, а сервис такой, мы вообще знать не знаем, и вообще почему ты сюда приехал, мы должны общаться не с тобой, а с твоим представителем. И, короче, вот на таком разводе на самом деле делается огромное количество денег, и прямо сейчас сотни людей каждый день кидаются таким методом, поэтому будьте внимательны. Ну, а мы тем временем привезли этот Фиат на парковку и начали оживление. Давайте так, мне надо признать, Егор, Да. красава. Вот ты на трассу ездить точно умеешь. Прям вообще идеально. За всю дорогу мы, ты сам чувствовал, наверное, дернулись буквально пару-тройку раз, 2-3 раза. Больше. Я предлагаю, давайте уже бедолаге этому Артему, которого никто не знает, посмотрим на его. Во-первых, давай глянем, какой у него разъем. Итак, Олег, это основы автовазодиагностирования. Для начала надо узнать, какой у него стоит разъем. Старый вазоскили или уже OBD2. Он находится вот здесь. И здесь OBD2 уже, да. Хорошо, значит, можно взять лаунч и подключиться. Ага. Давай глянем. Январь, февраль, март. Здесь типа того, здесь, скорее всего, январь 7 у тебя, наверное, уже, да?
Да я хрен его знает. Не, ну он, ну этот, как его, скорее всего, январь 7 уже. Да, январь, скорее всего, 7 просто по ДМРВ. Видать, что это уже свежая сборка. Датчик капота такой. Короче, Олег, чтоб ты понимал, Чтоб весь я АвтоВАЗ состоит буквально из 3 датчиков. И поэтому понять, какой из них сдох, я думаю, не составит труда. Давай глянем быстренько, Олег, что тут такое. Че опять? Не тот блок выиграл. EEPROM Error, Олег. Но это явно не тот блок, неправильно выбранный блок. КПУ Clearance Error и ПЗУ Faulty. Как тебе такие ошибки? ПЗУ? Да, это левак. Я просто не тот блок выиграл, скорее всего. Нет, причем ПЗУ Да. латинскими буквами. ПЗУ. Да. ПЗУ. Давай. Я правильно понимаю, что при диагностике АвтоВАЗа нужно просто рандомно тыкать в разные блоки и какой... Какой ответит, тот значит и нормально. Все верно. Класс. М74. Кто такой М74? Я уже в то время АвтоВАЗ... О, вот это очень похоже. О, вот это уже похоже. Вот это похоже на то, что мы угадали. И блок здесь стоит М74, да? Неэффективный катализатор? Да, ну просто ошибки более-менее адекватные. Здесь нет ошибок по EEPROM и ПЗУ. Меня это уже радует. Просто я не верю в это. И смотри, у нас получается пропуски воспламенения цилиндр 1, цилиндр 4 и система лампы бензин, неверный расход. Давай просто глянем, сможет он нам показать, хоть что-нибудь, данные показать, тогда станет понятно. Вот, ну-ка, что-то меняется, смотри. 79 вольт, 80 вольт на датчике. Как тебе такое? Ой, великолепно. Видишь, от разброс какой классный, от 10 до 70, до 80 вольт. Ну, это вот эти знаменитые тачки, которые на 220 же работают. Да, от розетки. Да, здесь Да. аккумулятор переменного тока. Да это жесть, от ЦП датчика. То есть, опять-таки, либо неправильно выбран блок, либо что. Не может быть 80 вольт на датчике. Первая никак. в мире гибридная тачка. Да, Фискер подустарел уже. 0,04 миллисекунды. Знаешь, мне это напоминает... Что? Тетенька приходит, секретарша устраивается, говорит, умеете набирать? Да, умею. Говорит, как быстро? Ну, 300 символов, говорит, в минуту. Правда, такая фигня получается. Вот так и здесь. Да. Начать оживление Фиата мы решили, как ни странно, с семерки. Ведь это АвтоВАЗ, и делать там особо нечего. Я был уверен, что мы оживим ее буквально за пару минут. И кого же было мое удивление, когда мы полдня пытались просто понять, какой же блок управления в ней установлен. Дело в том, что я работал с АвтоВАЗом до 2008 года, до приезда в Москву. И то, что произойдет после, я вот так вот навскидку не знаю. И я охренел от того, какое количество блоков, оказывается, могло быть установлено на эту машину. И как понять, какой из них стоит, не представляется возможным. Поэтому мы решили действовать самым надежным способом. Мы выбираем на рандоме любой блок, заходим в измеряемые величины и пытаемся понять, насколько они реалистичны. Ну, естественно, те блоки, которые нам показывают, что ТПС нам выдает 80 вольт, мы сразу откидывали в сторону. И таким образом нам удалось сузить количество блоков до буквально нескольких. Но даже здесь, как ни странно, у нас возникли проблемы. Подожди, а ты зачем вообще в сервис приехал? Ты в сервис зачем приехал? Я все сервисы объезжал просто. Вот сюда надо приезжать. Я приехал, Вот сюда приезжай в гараж. Там сделают. вот сюда звонил. И чё? Сказали, у них запись на неделю вперед. Ну да, там А, можно как- тоже попасть. Классика. О, 0,66 вольта. Вот это мне нравится. И в максимуме 10. Даже 5. Что, Всё. датчик положить бросили? Все, мы узнали. Здесь стоит блок управления М74К. Не знаю, это ни о чем не говорит, но М74К. Записывай. Сейчас просто продиагностировали дроссель. Да, нет, я при помощи дросселя понял, какой блок здесь стоит. Теперь главный вопрос. В чем проблема вообще? Так, заводи ее, пусть работает на холостом ходу. Да, в принципе, нормально работает. Сейчас она постоит, и потом опять. Ладно, давай мы сделаем сброс ошибок ей. О, пошла драть обороты, смотри. И это не я. Давай стираем ошибки нафиг. Желаемые обороты холостого хода. 420, 360. И расход воздуха 70, 26, 77. 77, 26, 77. Олег, а мы точно тот блок выбрали? Ищи другие буквы. Мне кажется, что-то не то, да. Массовый расход воздуха. Давай просто глянем, какой он у нас. Я понимаю, почему она хочет 70, когда у тебя 5000 килограмм часов 5 тонн воздуха в час. в час. Я не знаю, Великолепно. это даже на Титанике мотор столько не жрет, мне кажется. Не жрал. М75 нам тоже не подходит. Я не знаю, как это работает. А Олег. где здесь блок? Может на него поглядеть? Да, можешь поглядеть. А там что-нибудь написано на нем? Да, написано 21 067. Ладно, глуши пока.
Здесь, Олег, нет вариантов. Все очень сложно, пойдем заниматься пунктом. Снимаем мотор. Нет. Которая Fiat. Надо просто которая- загуглить, что это за блок. Так будет проще. Реально. То есть то, что эту штуку пункта я обозвал тебя... А не пока- нет, не напрягает. Можешь как хочешь называть, Олег. пофиг, да? 020-21. Вот, да, есть такой. Что за мозги написано? Первый же вопрос. Номер этого блока и что за мозги? М73, Олег. Ну это же очевидно, блин. Ну как ты не знал этого? Вот. Всё, поехали. Еще раз. Заново. Вырежите все, что было до этого. Короче, я, Олег, посмотрел на опыте, говорю, здесь блок М73, 100%. Угу. Я просто наизусть знаю все эти блоки. Я штрих-код глазами считал, сразу понимаю, М73. Так, М73, Евро 3. Евро 3, серьезно? Что-то многовато. Норм токсичности. Все, связались. Датчик положения механических дроссель заслонки, высокий уровень сигнала. Вот почему мы раньше не зашли в М73? Сразу вот тебе ошибка. Датчик положения дросселя. Поехали. Ох, какая у него дискретность, конечно. Он скачками по полметра прыгает. Все, 5 вольт. Все нормально, он нормальный датчик, Олег. Что ты к нему пристал? Вот смотри, Олег. Еще одно привезли. О, ё-моё. Еще один мертвец сразу сюда, да? Так, мы в Долгоброды приехали оживлять Фиат. Хватит нам везти сюда мертвецов. Короче, давай просто крутанем ему ДПДЗшку. Она 0,6 вольта у нас сейчас. Давай попробуем выставить поменьше и посмотрим на то, как машина на это среагирует. У нас же было явное указание от этого, что ему не нравится. Правильно? Угу. Просто что еще мы можем сейчас здесь предположить, когда у тебя прямая ошибка была на высокий уровень сигнала с ДПДЗ? А максимум у нас 4,98, тоже в пределе. Там написано до 4,95, напомню. Его чуть-чуть бы назад крутануть на 0,03 вольта. Короче, берем отвертку, крутим. Чего ходить вокруг да около? Иначе мы Фиат сегодня оживлять не будем. Не, Фиат надо тоже. Это хотя бы продвигается. А вот он приехал же в сервис. Кого нет? Сервисов, кто берется за него. Либо гаражи какие-нибудь. Либо 10 тысяч. Олег берет 100 тысяч рублей в минуту. Слушай, может я и беру, но не дают. Что это? Вот такого же. Это моторчик дворников, Олег. А это? Ты чё, где? Это губка, чтобы машину мыть. Это если резинка это поломалась, то вот так вот. Она да? мокрая. Нет, там, кстати, даже омыватель работает. Ха, Олег, А? а я чувствую, мы не сможем выставить меньше. Почему? Я вроде болты ослабил, кручу, а он 0,66 в упоре стоит. Короче, надо рассверлить ему, возможно, сейчас этот. Кого? Уши. Это нормально, это АвтоВАЗ, тут дорабатывать надо все. Ладно. Такое ощущение, что не регулируется. Раньше они регулировались на старых. О, 0,64 стало. Уже неплохо. Вот сейчас смотри, вот сейчас 0,62. Газ в пол жму и 4,92. Все, в диапазоне. Вот если я в таком виде сейчас попытаюсь его присобачить, посмотрим, что получится. Все, вот 0,61, смотри. Круто. Давай, заводи. Не, она видит сразу. Она говорит, убейте меня, заберите меня отсюда. Ну, давай посмотрим, что она говорит. Ни хрена себе, погоди. Лямбда говорит. Судя по всему, что у нас очень бедная смесь. Бедно. Не подсос ли это? Часом. Похоже на подсос. Лямбда вообще лежит просто на дне. Обороты из-за лямбды сказать особо и не могут. Ой, тут еще и лямбда странная стоит какая-то. Не понял. Олег, держи руку там. Лечебную свою. А что изменилось? О, лямбда заработала, прикинь. То есть у нас точно был какой-то подсос. Олег, ты что, нашел там где-то подсос случайно? Не знаю. Лямбда заработала, и вот сейчас опять перестала. Ну это же АвтоВАЗ, Олег, тут все легко и просто. Почини уже. Не понимаю.
Если мы сейчас, короче, дадим вокруг просто подсос воздуха, то машина выровняется. У нас не подсос воздуха, и поэтому смесь все-таки, я тебе говорил, смесь богатая, не бедная. Богатая смесь. Вот у тебя напряжение на датчике упало, смотри. И сразу все выравнивается. Скорее всего, ДМРВ конец. Так. Получается, я был прав? А ты говорил ДМРВ? Да. Случайно. Судя по всему, сейчас процентов 90, что дело в нем. Все, что я нашел сейчас, это что на зажигании напряжение на этом ДМРВ должно быть что-то типа 0,06 вольта. И зависит, кстати, от оборудования, как оно округляет. Ну, типа в районе, если будут нули, это неплохо. И самое главное не это. Главное, что на холостом ходу должно быть 0,7-1,1 вольта. У нас показания точно явно выше. Так у нас и не холостой. Как бы, вот смотри, вот 0,04. Типа показания сейчас нормальные. Заведи. У нас чуть больше 1 вольта, но у нас и обороты не холостые. Погоди, в смысле no? Не понял. Не холостой? Нет. Он Ну мне вот. пишет флаг холостого хода no. Погоди секунду. Так вот, скорее всего, в заглуши этом. зажигание включи. Что за дичь? И зажигание включай. О, с минус 200. Нормально. Но флаг холостого хода нет. Блин, я знаешь, за что переживаю больше всего, Олег? Что лаунч не очень хорошо нам многие вещи может интерпретировать какие-то. Но сейчас он типа показывает, что холостого хода, что у него нет флага холостого хода. Но это бред. Потому что, судя по найденной информации в интернете, у нас сейчас ДПДЗ выставлен правильно. И как же ему не нравится холостой? Ну, У если него 0,61, то типа да, он будет считать, что это холостой ход. Ну, должен считать. должен считать. И причем, что самое интересное, что у него же здесь нет никаких отдельных концевиков на это, ничего. Просто он считает по потенциометру положение, и все. Как бы холостой ход или нет. Но Что щас ты пытаешься сейчас сделать? Вообще выкрутить? хочу выкрутить датчик, снять его в руки, взять и посмотреть, смогу я поймать режим, на котором он напишет холостой ход «да» или не смогу. Ну просто пишет «нет, не холостой ход». Понятно, что да, если у тебя нет флага холостого хода, у тебя машина Такая будет, фигня и будет, да. да, будет себя вести вот именно так. Но нет, это, мне кажется, лаунч тупит. Это я газую. Погоди, посмотри. Это я газую. Но вот даже 0,21 показывает, что это не холостой ход якобы у этой машины. А как так может быть? Лаунч неправильно показывает, значит. Нет вариантов. ТЗ. Возможно, нужен какой-то спецсофт специально для ВАЗов. И, возможно, лаунч не может что-то здесь увидеть. Блин, как можно чинить АвтоВАЗ больше 1 минуты? Олег, меня это пугает. Ты это делаешь. Да, вот я сам в шоке от этой ситуации. У нас Фиат стынет там уже. Бедолага, замерз. Да он уже давным-давно замерз. Погоди, ты купил эту машину в таком виде. Да. И она уже была с этими проблемами. Да. Ехали на одно оживление, попали на другое. Вообще на другое. Вот смотри, по сути, просто по поведению и просто по вот ощущениям возможных проблем здесь две. Первая проблема, что машина не понимает, что сейчас никто не газует, и она не понимает, что у нее холостой ход. И вторая причина. Либо лишний воздух. Либо лишний воздух идет, из-за чего, да, просто машина пытается поймать холостой ход, не может его поймать. Либо то, либо другое. Давай посмотрим. Вот лишний воздух. Я сейчас везде посмотрел, где можно было все трубки. Я их попережимал, ничего эффекта не дает. Понятно, что может от прокладки коллектора где-то сосать, еще что-то. Но, как ты знаешь, не очень в это верится. Это больше как притянуто за уши. И, соответственно, другой вариант у нас, значит, это флаг холостого хода. Но мне кажется, что этой проблемы нет здесь. Мне кажется, что именно лаунч неправильно показывает. Короче, сейчас мы, наверное, переключимся на Fiat. Мы ради него сюда приехали.
На этом моменте нам становится понятно, что лаунч, к сожалению, не может правильно считывать параметры с блока М73. И это стало для меня лично очень неприятным открытием. Я вообще думал, что лаунч всемогущ. Он реально читает практически все в этом мире, а простейшую имбецильную машину, такую как АвтоВАЗ, нормально прочитать он не может. Ну и раз у нас нет нормального набора параметров, мы не рискнули приговаривать ничего на этой машине и решили отложить это все на потом, а пока заняться тем самым Фиатом, ради которого мы сюда сегодня и приехали. Нифига у него капот с фарами. Это что, габариты какие-то? Ни хрена себе капот. Ё-моё. Как? А как здесь работать-то с этой машиной? Слушай, может, семерку пойдем оживлять, а? Аккумулятор живой у тебя? Да. А покрути чуть-чуть, давай послушаем. Сейчас бах, играем, нет. Ты это услышишь Конечно. по характерному звяканью? А, ну вот и все. Вот и услышал. Все, достаточно. Без мозгов подключенных будет крутить машину? Ну, будет Они отключены крутить. просто, лежат в салоне. Отключены? Да. А, Я их с собой забирал. Понятно. Смотрели, разбирали. Эльдар, тут есть некая новая инфа. Так, Блок управления двигателем лежит в салоне и отключен. ладно, это не так страшно, это никак не влияет на то, что машина не крутится старше. Все равно надо было крутить, да? А, неважно, я хотел именно послушать механику, Олег. Ага, понятно. Крути. Хорош. Компрессия есть, но при этом ты слышал какой-то странный, очень странный звук. Очень странный звук какой-то. Превращение. Блин, не знаю, я пока не понял. Какое-то такое псыканье, как будто компрессия частично куда-то уходит. Ну, пыхтение, да, Пыхтение, как будто, знаешь, типа у тебя прокладка пробита, и часть компрессии уходит куда-то. Мгм. Ну ладно. Что, давайте тогда начнем традиционно. Олег, с чего мы начнем, как ты думаешь? С чего? С подключения лаунча. Офигеть. Не, мы будем начинать не с подключения лаунча, Олег. Любая нормальная диагностика начинается с чего? Правильно, проверяем искру. Вот ты чё. Ну а чё? Кстати, давай посмотрим хотя бы, какой разъем у нее. Я сомневаюсь, что у него убедишка, Олег. А 97-го года же, да? Да. Жесть, какая. Хотя убеди в 96-м пошел, но для американцев. А что из этого разъем диагностики? Вообще есть он здесь или нет? Там слишком много разъемов. Наоборот, ни хрена нет вообще разъемов. Когда я привозил ее в сервис, Так. фиатовский, где занимаются этими машинами, подключались под капотом, сказали несколько блоков, вот один в салоне находится, к нему не смогли подключиться, но подключились к блоку под капотом. Да? Они подключались к диагностике под капотом? Да, да. Вот это не оно. Там были по датчикам АБС показывало, Да, еще похоже. какие-то данные. Нет, не оно, Олег. Это предохранитель. Тут еще какой-то разъем разомкнутый. А под капотом к чему они подключались? Вот этого я не вспомню. Так, что здесь вообще похоже хотя бы на диагностический разъем? Я ничего не вижу вообще. Ну, смотри, есть информация, что эта машина ездила, Олег. Мгм. Это уже ценная информация, значит, мы уже... А как она перестала ездить? 3 дня постояла, И все. и все, да. Но до этого вообще прекрасно А заводилась. когда она 3 дня постояла, у нее аккумулятор высадился? Нулину? Нет, прекрасно крутила. Нет? Крутила, но не Она заводила. пережила морозы. Я на тот момент уже новый аккумулятор стоял. У меня до Нового года старый аккумулятор отрыгнул. Мне приходилось каждое утро ее прикуривать. Мгм. В какой-то момент он все, окончательно умер. Поставился новый аккумулятор. 10-дневные морозы, она вот все 10 дней я вообще не заводил. Мгм. Потом пришел, 3 секунды покрутила, прекрасно завелась. Мгм. Потом еще, получается, какие-то около недели я катался, на 3 дня уехал в командировку, возвращаюсь, все. Олег, А дальше? а теперь надо как-то это все закрепить. Егор, а ты никуда не торопишься? Нет. Ну, постой пока так. Ну, в принципе, сегодня часов до 6 вечера, я думаю. А есть еще палка, может? Это ты у меня? Это я что владелец этого Фиата? Не, ну у меня Есть одна еще только, у меня палка? одна. Не, сейчас что-нибудь в багажнике посмотрю, может и найдется.
Я предлагаю, чем больше палок будет, тем лучше. Вот я сюда еще одну вот так закину. Вот так. Она ну будет тогда как, моя и не нужна. она будет как аварийная. Слушай, а может это и есть диагностический разъем? Смотри, он как бы здесь в специальном этом стоит пазу, да, чтобы не быть этим. Ну окей, давай попробуем найти под вот такой разъем. еще вспомнил, диагноз сказал, не смог подключиться к линии. Ладно. Значит, она есть. Значит, да, есть. Это классно. Это уже неплохо, да. Ну что, давайте достанем самый лучший в мире чемодан желтый и посмотрим, есть ли у нас хоть что-то похожее на Fiat. Вот это что такое? Honda. Так, нет. Опа! Опа! Да ладно, я сейчас охренею. Лаунч, неужели богов? Ну-ка. Fiat 3. И вот он, смотри. И я уже вижу, даже ключик такой же. 3 это 3 контакта. 3 контакта, да. Прикинь? Да быть такого не может. Я даже не верю. Я о существовании такого разъема диагностики никогда не знал, а все это время возил его с собой, прикинь. Балат, скажи мне, почему 3 контакта? Ну, питание, Так, ИК, лайн. и Калайн, все верно. Видишь Балацку? Вот многие недооценивают Балацку, думают, что он просто оператор, а он оператор-диагност. Да, оператор-диагност. Да быть такого не может. Лаунч просто божественный прибор. Просто богов. О, 2.0, 20 клапанов, 96-й год модельный. Ты какого года? 97-го. Ну, в теории, да. Просто идеально. Нажимаем. Сейчас, короче, попробуем. Если с блоком двигателя не связываемся, Олег, то первое, с чего мы начинаем, связываем с другими блоками. Если мы видим, что мы с другими связываем, значит, колени исправно. И сразу лезем делать что, Олег? Проверять Правильно. металлолом. Правильно. Вот адекватный человек говорит сразу. Прежде чем, блин, снимать блок и везти надо куда-то, надо смотреть на нем питание. Вот, смотри, с блоком двигателя мы не связались. Давай, Bosch 5.3 ABS. Ответит или нет? Спрашиваю. Зажигание точно включено? Да. Нет, с ABS тоже не связались. Давай, Барлетти климат-контроль. Барлетти. Что-то на итальянском имя что-то. Барлетти. Слушай, мы ни с чем не можем связаться, Олег. Что-то мне это не нравится. То есть я сейчас не могу связаться ни с одной из 4 систем в этом автомобиле. А это говорит о 2 вещах. Первое. Либо что-то не так с лаунчем, либо что-то не так с машиной. И во второе я верю гораздо больше. Потому что лаунч даже вот это способен прочитать. Пусть неправильно, но способен. Мы видели. Outside my window, is everything pale and cold? У меня один вопрос. Там есть такой ключик, и под ним написано коды. Что это значит? Это а-ля иммобилайзер, как я понял. Так, а почему он светится постоянно? Он то светится, то не светится. До этого это никак не влияло на работоспособность машины. То есть я заводил с машиной с горячей лампочкой, ты да, ездил? может быть, это связано с тем, что на ней можно, когда она заведена, вытаскивать ключ. Ну, личинку И просто она бы свою сделала. Это убитая личинка. Да. Она и до этого то горела, то не горела. То есть на работоспособность машины это никак не То есть влияло. можно машину... То есть машина не работала, что не горит, что горит? Нет, она работала, что горит, что не горит. Давай так сделаем. Раз мы не можем связаться пока с блоком, давай начнем с того, что глянем на нем питание. Твоя великолепная контролька, про которую ты говорила, которую мы оставили в сервисе, была единственной или есть еще одна? Была единственной, но сейчас есть еще одна. Давай, тащи контрольку, давай посмотрим питалово. Мне кажется, пока можно не торопиться проверять питание на блоке. Знаешь почему? Ну? Срабатывает бензонасос. Вот послушай. Ага. Вот она, релюшка насоса, она щелкает, срабатывает, все. И вторая релюшка, это, похоже, реле питания, она тоже срабатывает. Хорошо, То есть блок ладно. запитан, блок чем-то управляет. Давай-ка начнем с искры все-таки, а? Ну, давай. Реально, прикинь, катушки индивидуальные. Олег, с чего надо начать? Что надо начать? С чего начать? Надо включить зажигание, надо проверить питание на любой из катушек, потому что оно общее здесь, скорее всего. Но я думаю, что вообще все, что мы сейчас будем делать, это уже делали до нас, те самые мастера. Надеюсь, это не 220-вольтовая контролька. Нет, 380, трехфазная. Сразу Да. трехфазная контролька. Зажигание у нас, интересно, включено или нет. Но я просто смотрю, о, питание уже есть какое-то, видишь? А массу мы тоже проверим как. Вот точно так же. Масса есть, плюс есть на катушках. Все, Ура. значит, машина должна заводиться. Ну все тогда. У тебя диодная контролька есть?
Она есть, но я не знаю, насколько она жива. Короче, я предлагаю сразу кинуться диодной контролькой на любую форсунку, чтобы посмотреть, приходит ли туда импульс. Олег, ну зачем ты назначаешь оживление при температуре на улице минус 16? Это я назначаю их? Да, по-моему, сейчас, кстати, мне часы показывали минус 16. Это я вообще офигел. Ни хрена себе контакты на форсунке, посмотри. Они раздраконены там, как этот. Вот такие. Угу. Чего вы заколебали? У одного фокус не работает, у другого, блин, руки замерзли. Только я один чувствую себя великолепно в минус 100 на улице. Нет, почему еще? Я замерз, у меня ноги замерзли. Вот, все отвалилось нахрен. Да ё-моё, Олег. Давай починим. Поломалось. Да. Причем в буквальном смысле поломалось, просто от мороза, наверное. Знаешь, мне кажется, зимой нужно на оживление возить такую торговую палатку. 3 на 3 на 3 метра. Так вокруг машины ее просто ставишь, тепловую пушку, и все, и круто. Согласен. Ты чего так трясешься, Олег? Да холодно, блин, я замерз. А зачем мы это делали? Я понятия не имею. А ты уверен, что эта контролька в принципе рабочая? Нет, я же тебе с самого начала сказал, что я не уверен, что она рабочая. А нафиг тогда она нам... Олег! Володь, на, я тебе контрольку хотел на Новый год подарить. У меня есть такая. А контролька у тебя есть? Да вот я пытаюсь понять. По-моему, ни хрена нету. Ну а с этой контролькой что ты сделаешь, блин? Батарейку в ней менять? Ну, она просто сдохшая. Ну давай я ее это Что ты? разберу, посмотрю. Ну я не знаю, что. Семерку не починили. Оживление контрольки. не Сейчас еще и починили. контрольку не починим, естественно. Нам просто надо посмотреть импульсы на форсунках. Пока Олег ушел в машину, так сказать, чинить контрольку, а на самом деле все мы понимаем, что он просто замерз и пошел греться, я решил не терять время зря и понять, а почему же все-таки наш блок управления на этом Фиате не выходит на диагностику. И тут в голове у меня появилась мысль, а что если в этом нам может помочь опыт с Астон Мартином? И я решил поискать, а нет ли в этом Фиате еще где-нибудь диагностического разъема. И как ни странно, такой разъем нашелся. Секунду, а здесь еще один есть разъем. PED называется. Который такой же ключ имеет, как тот. Давай сюда лаунч подкинем. Что за фигня? Разъем еще один такой же, прям один в один. Getting drunk from 7 to 3. Если сейчас лаунч задымится, мне будет его очень жаль. Давайте попробуем. Это нормальная практика, что на старых этих тачках на разные системы, ну то есть у тебя делали два разъема на двигатель КПП и на все остальное. Даже на Астон Мартине, вспомню, два разъема. И поехали. Bosch 5.3 ABS. Коммуникейтинг. С этим, с ABS мы не связались. О! А с блоком двигателя связались. Ну, А вот и все. А я говорил, значит, как бы раз он, наверное, там подключался, и там... АБСу? Да. Нет ошибок. Ёлки-моталки. Вот это да. Пока Олег это же там не Volkswagen. ерундой занимается, мы у нас уже... Так, Engine RPM, первое, что я хочу увидеть. Крути. Ой, стой. Олег, да. я попытался посмотреть обороты двигателя, но проблема в том, что из-за скачка напряжения меня сразу выбрасывает. Из-за скачка напряжения. Ну, я думаю, скачка напряжения. А ты думаешь, что, из-за чего это может быть? Я хрен знает. Ну, либо потому, что блока что-то не хватает. Давай просто параметры, вот все параметры, которые можно, открываю и смотрим. Поехали. Кондиционер очень волнует меня, особенно при такой погоде. Как он себя чувствует? Абсолютное позитивное положение дроссельной заслонки по нулям. Кстати, дроссель здесь механический, электронный? Механический, хорошо. Давай прям посмотрим, есть у нас обратная связь на дросселе. И? Ничего. И ни хрена. Я предлагаю все, что связано с оборотами, вывести и Вот покрутить. вот тут вопрос, ты говоришь, лаунч отъезжает. Не, Вот лаунч не отъезжает. лаунч, Или не- блок отъезжает от лаунча. Блок. Я тебе говорю, дело не в лаунче. Лаунч точно, потому что иначе меня выкинуло бы на Из Bluetooth, этот, да, из Bluetooth. Лаунч не отъезжает, лаунч хватает напруги. Блоку не хватает напруги в момент, когда мы начинаем крутить стартером. Надо крепко подумать. Но зато мы с мотором связались, Олег, а ты переживал. Можно действовать по старинке. Как? Ну, старинке это подключаться прямо по-твоему? к каждому датчику. Не через лаунч ваш новомодный, вот этот вот циферки, которые он Так. показывает.
А вручную? Да, да. И не зная вообще, что они должны показывать. Стрелочным показометром, да. Да, вот это. амперметр. Вот эти квадратные раньше были такие еще? Да, да, Вот да. вольтметрами, вот, амперметрами да, такими. да, А не зная, что они должны показывать, просто смотреть. Ну, там что-нибудь есть, что-нибудь нет, да. Что-нибудь есть? На самом деле, что, ДПРВ, ДПКВ? Да, блин, ты опять хочешь подключать свой осциллограф, Олег? Не то чтобы я очень хочу, но есть у Похоже, нас варианты-то придется. другие. Да, похоже, нету. Только для начала надо понять, во-первых, где он стоит. Ты же, Олег, привез с собой электросхему на Fiat Coupe 97-го года? Конечно. Доставай. Я не знаю, кстати, где... Ну, то есть... Каждый день с собой вожу ее. На самом деле можно косвенно понять это, потому что эти провода будут экранированы. Да, я уже вижу 2 экранированных провода здесь. Мгм. И я думаю, что нам надо именно их и смотреть. И по импульсам уже мы поймем, что это ДПКВ или ДПРВ. Мгм. Тащи лаунч. Ой, осциллограф, Олег. Ты Ты ждал. не боишься, да, вот это все вскрывать сейчас? А Ну чё? ладно. А что бояться? Окей. Не, ну там... Олег во все намекает, типа, ну давай отсюда уедем, заберем сервис машину и будем в тепле ковыряться. Нет, просто, Эльдар, я один раз уже поломал пластик на морозе, и я теперь как бы боюсь этого. Если ты смелый, то ради бога, давай, хренач. Без проблем, Олег. Я вообще не боюсь этого. Не моя же машина, что мне бояться поломать что-то здесь. Проблема в том, что здесь древнючий разъем, который по-хорошему, чтобы подключиться, надо разобрать. Ведь протыкать провода мы не будем. Что, может чай, кофе привезти что-нибудь? Не, пока ничего не надо, спасибо. У Олега спроси, мне ничего не надо. У меня все есть, обо мне жена заботится. Олег, погоди, пожалуйста. Я посмотрел туда, на этот разъем, и на него так просто не подключимся. Проблема в том, что его надо для этого разбирать, этот разъем. Это старый, это древний разъем. Естественно. Я не боюсь его разобрать. Я боюсь, что... Пальцы выкрашатся, У меня уже пальцы не складываются, чтобы даже отвертку держать. Кто там говорил про слабак? Я, знаешь как, я отверткой кручу вот так вот. Вот так. У меня пальцы не хватает отвертку вообще. Мне кажется, если взять нож сейчас и по разъему, как по яичку ударить, то оно как расколется. Короче, итак, чаепитие, пару минут. Давай, Олег, сядем, погреемся. Давай. Через камеру сложно это передать, но на самом деле в этот день был жуткий мороз. И самое главное, что жуткий ветер. Я понимаю, естественно, всех тех, кто пишет там с Сибири, там с полярного круга, которые скажут, что эти ваши минус 16, у нас там минус 50 или минус 250, и мы нормально живем. Ребят, в Москве минус 16. Из-за влажности ощущается очень холодно. Поэтому все это оживление выглядело так. Мы 10-15 минут работаем, потом еще 10-15 минут сидим в машине и греемся. И вот в один из этих моментов, когда мы сидели с Олегом и грелись в Туареге, мы думали, как же там решить вопрос с контролькой. У нас нет контрольки, а нам нужно посмотреть импульсы на форсунках и на катушках. И, как ни странно, нам на помощь пришел владелец «семерки» Артем и сказал, что здесь недалеко есть магазин запчастей. И я могу съездить и привезти вам такую контрольку. И это странно. Мы как бы его машину даже не оживили, а он уже готов купить нам контрольку. Это было очень приятно. Наверное, вас всех интересует вообще, кто этот человек Артем. Артем — это парень, который просто нам случайно здесь попался на своей «семерке». Он, как бы, как я понял, с ребятами вообще особо-то даже толком не знаком. Не знаком, с одним. С одним из них ты знаком. Ну вот, короче, они просто тебя не знают. И вот сейчас ребята уехали, чтобы привезти кофе нам всем. А так как у нас сдохла контролька, у нас не было никаких вариантов. И мы попросили Артема съездить в магазин и купить контрольку. И он съездил и купил ее. Мы не починили его «семерку», а он купил нам контрольку. Лошара. Может быть, теперь мы этой контролькой починим его «семерку». Вряд ли, Олег. Короче, итак, у нас есть контролька, и сейчас мы можем сделать самую простую операцию. Просто проверить, приходит ли импульс на форсунки или нет. На самом деле, все это можно сделать просто осциллографом, но Олегу лень. И поэтому Мне лень. Это ты мне ходишь, говоришь, вот, ты опять свой осциллограф хочешь подключить, не надо. Это... Мы уже загуглили, где стоит датчик коленвала на этой машине. Я удивился, кстати, что по этой машине есть немало информации в интернете. И мы, возможно, полезем к нему. Но сейчас мы сделаем самый главный тест. Если у нас будут импульсы на форсунках, то к датчику коленвала особо даже лезть-то и не нужно. Значит, сигнал с него приходит. Поэтому делаем так. Подключаем контрольку и смотрим на то, будут ли у нас импульсы на форсунках. Сейчас здесь ничего нет. Включим зажигание, загорится красная лампочка. И когда будем крутить, будет моргать зеленая. А нифига, зажигание-то включено. Ну вот. В смысле? Так было же, Олег. Было на катушке. Плюс-то приходит, видишь? Плюс Да. приходит. А здесь
А здесь висит какое-то странное нечто. Какое-то нечто. Да. А, знаешь, что это может быть? Это может быть попарно... Хотя нет, тогда Это бы горело... полуплюс. Тем не менее, подержи вот так вот, я покручу и посмотрим, будет ли Давай. моргать зеленый. Подожди. Да, моргает. Моргает? Моргает. Ну, импульсы, значит, у нас есть. Да, ты уверен? Чего-чего? Ильдар, посмотри сам, пожалуйста. Давай ты посмотри, я Давай. поморгаю. Может быть, кстати, ну, не импульсы, может быть, это просто просадка напруги. Ой, нет, что-то странное, Олег. Это совсем не похоже на импульсы. Сейчас бы Олег ввел бы нас. В заблуждение. Я бы проверил искру. Да, конечно, но можно не саму искру, а импульс на катушку. Давай, Все, покрутим. кручу. Да, я готов. 0! Олег, 0 импульсов на катушку. Ровно 0. Итак, нет импульсов на катушке, и импульсы на форсунке выглядят так, что их, можно сказать, тоже нет. А значит, что? Правильно. Чего? Скрываем блок. Нет, сначала смотрим сигнал с датчика положения коленвала. Зачем скрывать блок? Блок выходит на связь, блок отвечает. Он нам пишет кучу правильных параметров. Температуру какую-нибудь, еще что-то он там накидывает правильное. Каких к тебе к ним претензий? Ну, как тойотовский ведет себя, правильно? Как Toyota Супры. Там другое. Это другое, балладское. Я предлагаю сделать так. Смотри, я загуглил, где стоит у этой машины датчик положения коленвала. Очень странно на схеме. Он стоит где-то по центру мотора. Да, я вижу разъемы ДПКВ, Олег. Вон там, сзади. Без шансов до них добраться. Удобно же, да? Абсолютно вообще. Там, вот там так далеко, Олег, что вообще конец. Так, поехали, значит. Итак, у нас нет импульсов на форсунке, нет импульсов на катушке. До датчика коленвала мы добраться не можем. А значит, что? Снимай мотор. Несу домкрат? Не. Блин, я хочу, конечно, сказать все, что вы... Я хочу сказать то, что вы хотите услышать, но не могу себе этого позволить. У нас еще целых 1,5 часа. Нам надо занять как-то 1,5 часа до момента, пока мы не скажем: ну все, больше ничего мы сделать не можем, везем машину в сервис. Вот до этого момента надо еще что-то поделать. Олег, предлагай. 7. Кстати, неплохой вариант. Ну а что мы с ней поделаем? 7 надо читать просто другим прибором, и все. А что мы с этим поделаем? Ну смотри, нет импульсов. Надо их проверять на датчике. У нас есть два варианта. Первый вариант — это лезть под тачку сейчас, в мороз, и пытаться там вот эти вот провода в грязи, говне и Вообще всем конец, прочим вообще подключить. конец. Вот. И второй вариант — это бомбить... Просто бомбить, Олег. Бомбить сам блок. С тоже не нулевым шансом ушатать пластик. Но ты парень бравый, отчаянный и смелый, и ты, наверное, можешь как-то разобрать этот разъем. Разъем чего? Разъем на блоке? На блоке, да. Могу. Вопрос в другом. Мы не знаем же пинов конкретно. У нас же нет электросхемы на эту машину. То есть я разберу его, да. Я вижу, там приходит 2 экранированных провода. И Кто ты из предлагаешь них кто? так искать? Да. Ну, теоретически можно и да, Не можно знаю. и Я так. сейчас, кстати, посмотрю в кармине, может быть, там есть что-нибудь. В кармане? В кармине это, ну, программочка такая есть. У Олега новости. У Олега есть новость? Да. Я ни хрена не нашел. Такая новость. Хорошая новость. Что поделать? Олег, я предлагаю сделать упор на ту информацию, которой мы уже обладаем. А именно, у нас есть 2 косвенных причины не доверять Массе на блоке. массе и плюсу на блоках. Первая причина — это пропадание связи после вращения стартером, а вторая причина — это то, что у нас на форсунках висит непонятный полуплюс, причем не полноценный, а полуплюс. Так как по входным данным у нас имеется информация, что машина просто постояла и перестала заводиться, это очень похоже на то, что реально просто отвалился где-то один какой-то провод, например, провод питания или провод массы. Но где? У него здесь один большой-большой разъем на весь блок, да? Да, это вот как на январе 5-м, старый Ну, такой понятно. разъем, один общий. И разъем, который надо разбирать, короче, который скручен болтами. Ну, короче, либо разобрать, Да. либо воткнуть в блок. Да. Понятно. Но теоретически, если я его разберу, то тогда я уже смогу его сделать и воткнуть в блок, и туда, и сюда. Ну, вот так, видимо, и надо делать. Ты видишь желание у меня этим заниматься здесь сейчас, Олег? Адское желание. Ты аж приплясываешь от нетерпения. Ну вот. Ладно, пойду возьму отвертку.
Нужна плоская отвертка. Сейчас. Пока грейся, Балацка, сиди. Хорошо, я щас. Так. Я в саморез схватить не могу. Я не могу, у меня просто руки отмерзли, вообще в кость. Я отвертку схватить нормально не могу. Но прикольно, мне нравится. Почему? Потому что, мало ли, вдруг случится зомби-апокалипсис. И вот так вот мы будем улепетывать от толпы зомби на Фиате, и он нас внезапно заглохнет. Балацка, естественно, все это будет снимать. Неизвестно для кого зомби-апокалипсис произошел. И мы будем срочно это оживлять. Ну, короче, если будет вопрос жизни и смерти, то что ты там, будешь думать про то, что на улице холодно? Нет, ни хрена. Че ты, Олег, погрелся, да? А я нашел Что нашел? схему. Фига себе. Ну, не схему, распиновку, окей. Так. Но я знаю, где там что должно быть. А я уже разъем вскрыл. Я тоже сейчас буду знать через 3, 2, 1 секунду. А что ты будешь знать? Я Куда просто питалово должно приходить? А я посмотрю, какие жирные, и те посмотрю на плюсы и минусы. Вот ты какой хитрый. А ты Ладно, чё думал? и тогда сравним. У меня руки отмерзли вообще в мясо. Все, Олег, а я тебе сейчас скажу, смотри. Какие они все толстые, что Все жирные, реально. Хорошо, если у тебя есть социологов, я могу сейчас подкинуть его сразу на один сенсор и на второй сенсор. И покрутим. Иди погрейся. Да, сейчас нормально все. Я не понимаю, как у тебя руки после шуни отвалились. Вот так. Это опытные руки. А завтра опять Ильдар будет хвастаться, что у него температура высокая. Ну, куртка нараспашку. Нормально. А жертва-то в чем? Жертва это Олег. Олег сюда приехал, у него, блин, организм толком не греет уже в его возрасте, поэтому... Хорошо, что он этого не слышит. Потому что у него со слухом проблемы. Олег, прости. Что это у тебя по спине стекает? А, я понял. Кто-то харкнул мне на спину, что ли? Да, кто-то, неизвестно кто. Так, а кто сзади меня стоит? Олег? Я не буду отвечать на эти наезды. Пусть детишки играются. Очень холодно, я просто разъем не могу засунуть в блок. Все, блок вот тут. Давай, Олег, я тебе подкину эти чертовы. Массу возьмем вот отсюда. Масса блока должна быть массой, в принципе, тоже. Ты как Роуз из Титаника. Я ни за что не сдамся, я обещаю. Все, есть, Олег. Где осциллограф, блин? Где Сейчас он? принесу. Что я его морозить лишний раз буду? Балацка, если я сдохну здесь, то скажи всем, что мы оживляли ВАК. Кому достанется торок? Никому. В музей пойдет. А ты что, думал, тебе, что ли? Тебе айфон мой достанется, так тебе уже, так что уже хорошо. За 60 тысяч. Жене надо будет отдать их. Кошмар какой. Ты что думал? Он новый 60 стоит. Неважно. Он новый стоит 60, а мой стоит дороже намного. Потому что он с маслом во всех щелях, да? С Потому что пылью. он проверенный. Он и под водой побывал, и под маслом, и где такого не был. Че, крутить-то будем? Давай. Что крутить будем? Мозги? Двигатель? А я просто думал мозги, Олег. Давай. Мозги ты уже выкрутил всем. Итак, смотрим сигнал ДПКВ и ДПРВ. Ого. Что это такое? Хрень какая-то. А это точно ДПКВ, ДПРВ? А, это просто масса, может, нет у них? Что это Может. за звук? Завелась. О! А ты через контрольку, у тебя массы не будет достаточно? Будет. Вот, держи. Смотри, всегда, Олег, всегда, если ты не знал, масса есть. Знаешь где? Ну. На замке зажигания. Ой. Ладно. Не очень как-то, Олег, да? всегда масса есть. Знаешь где? Где? А вот всегда есть где? На металлическом кронштейне, вот на этом, который не прикручен к кузову. Вот здесь точно есть. Все, Олег, вот тебе масса. Но это не похоже на сигнал ДПКВ, ДПРВ. Вообще никак не похоже. Это похоже на какую-то хрень. Я тоже не понимаю, но это не похоже, это вообще не тот сигнал. Ну Может, да. это, блин, датчики детонации? Вот, кстати, похоже. Так, вот тебе нужен Значит, правильно у нас все, Олег. 7-й, 8-й
Вот отсюда. Да, и Да, правильно. правильно, вот они, два, вот они. РБМ НТЗ-центр показывает какую-то хрень. Мгм. И показывает он ее, Олег, не потому, что у нас проблемы здесь, а потому что проблема, возможно, где-то там, в разъеме, Возможно. который засран всяким говном под капотом. Я предлагаю сделать вот так. Давай поглянем плюсы и минусы. Скажи мне их цифры. А вот давай. Так, ты знаешь, где первый, где какой, да? Да, я теперь знаю, где первый, где какой. Так, 18-й, 30-ка. Да, есть. Так, дальше. 27-й, 15. пятнашка. Вот он. И включаем зажигание, смотрим на пятнашечность его. Есть. Пятнашка есть. И, значит, 30-ка у нас живет на 37-м. Нету. М, 30-ка? Да. Supply плюс 30 вольт. Нету. Так, еще раз проверю. Нет 30-ки, нет 30-ки. Давай сделаем просто. Дадим сюда 30-ку, не ходя вокруг да около. Прям перемычечкой какой-нибудь. Да, да, да. Итак, мы обнаружили, что на блок управления не приходит 1+. Поэтому мы берем сейчас и просто в наглую его подаем. Вот так. Ты даешь нахрен. О, что-то искрит немножечко. Мне показалось ли чихнуло чуть-чуть? Нет. А ты, кстати, попробуй сейчас ланчугой туда зайти Кстати, да. и покрутить. А давай глянем импульсы, Олег. И тебя колотит, Олег. Ну, есть такое. Нервничаешь? Очень. Блин, Давайте я замерз. Ну, чё? одновременно смотрим. Баласк, смотри на контрольку, Олег, смотри на этот. Поехали. 0 РПМ, связь потерялась. Значит, дело не в этом. Угу. Окей, я думаю, надо делать то, Олег, о чем ты просто мечтаешь последние 4 часа. Эвакуация? Да, Нас отсюда. заканчивать здесь, брать машину, вести сервис. Все, что можно было безболезненно сделать, мы сделали. А это было безболезненно? И где бедолага, вот этого бедолагу? Раз уж мы взялись за твою машину, и раз уж мы начали этим заниматься, так уж и быть, она у тебя ездит, доставляй ее тоже в сервис к нам, будем смотреть. Но я предлагаю сделать так, чтобы две одновременно машины там не были. Я сейчас возьму твой телефон, мы сначала разберемся с этим, потому что мы сюда приехали к нему. И после этого тебе наберут, пригласят, и тогда мы с твоей машиной тоже закончим. Спасибо большое. Да пожалуйста. Это все, видишь, это Хоть один сервис взялся за «Жигули». выездной, видишь, сервис? Это Олег. Олег, на самом деле, меня умолял просто. Говорит, ну давай возьмем эту семерку и оживим ее. Да, я говорил, хоть жигу, только давай в сервисе и в тепле. Правильно? Так же Да, было? именно так было. Еще Как раз там есть еще другие проблемы у меня. Кондей, мы про другие проблемы не разговариваем. кондей не работает, да? ГУР тоже, в принципе. Все, на сегодня точно здесь все. Зато мы приехали сюда и получили контрольку. Уже приехали не зря. Правильно, Балас? А, это мы вот на другой конец вселенной за контроль. Здесь очень хорошие контрольки. Говорят, если ты в Долгопрудном не взял контрольку, значит прожил жизнь зря. Ну и пусть говорят. По-моему, это не так смешно было, как они смеются. Каждый моей шутке. Им просто, чтобы ничего не обидно было. Согласен, Баласк. Мне тоже кажется, что они смеются, только чтобы меня не обидеть. Потому что я вообще, мне достаточно пальцем так помахать, они уже смеются. Итак, начинается второй день ковыряния с Фиатом, и начинается он в сервисе, начинается он с Тигуаном. Мы только что закончили Тигуана окончательно, сейчас будем выгонять его на улицу. Но в голову пришла мысль, так на улице дубище, и заталкивать в машину очень скользко и неудобно, то мы прямо сейчас Тигуаном, тепленьким, только с новой коробкой поставленной, будем затаскивать этот чертов Фиат сюда в цех. Вот, уже найден трос, вкручен крюк, вкручен крюк, найден трос, найден круг, все нормально. Включен круг. Да, найден трос, включен круг, неважно как. Короче, давайте начинать.
Он весит тонну. Такой ксенон висит, смотри. Установили ксенон. Вот проблема, когда у тебя фары на капоте. Все, что надо установить, он висит вон там, в воздухе. Машина по колено просто. Смотри, тут ковыряться, это ты вот так вот должен просто пополам складываться, чтобы здесь Офигеть, ковыряться. у тебя пластика. В плане. Ты с прямыми ногами это сделал. А ты что, не умеешь, что ли? Голову до колена пустить с прямыми ногами? Ты что, шутка же а нет? ты, погоди секунду. А ты не умеешь, вот так вот не умеешь делать? Нет. Ты вот, погоди. Так, Володька, клади камеру. Я Вон мусор. 1,86 м. Ты? Да. А я 1,88 м. И чё? Не знаю тогда. Олег, покажи, как ты так умеешь. Вот же. Ну вот, Толя умеет. Вот. Ну ты уж посильнее дави. Погоди. То есть вот так вот тебе уже сделать тяжелее, да? Это всего лишь был способ размяться, я предложил. Размялись. Можно начинать. Правда, вот этот снег я бы отсюда все-таки тоже позабирал. Нет, ну куда? Вот туда. На. Сорян. Ты слишком долго стоял на месте, Балат. Ой! А мне-то за что? Карман просто Ты положил. офигел? На Ты будущее. офигел? Конец тебе, понял? Конец тебе, Володька! Конец! Итак, вчера все закончилось на том, что вот на этом фиолетовом с черной полосой мы не нашли тридцатку. Вот у нас красной с зеленой полосой, на нем тридцатка есть, а на фиолетовом с черной полосой тридцатки нет. Поэтому нам необходимо найти предохранитель, с которого идет сюда плюс. Я уверен, что это предохранитель, вряд ли такой толстый провод где-то отгнил. Как узнать, где он находится? Хотя бы проследить по проводам. Куда они уходят? А они уходят под капот. Отлично. Значит, предохранитель мы ищем под капотом. Ну, здесь вот эти я проверял все. Я пойду попробую. Знаешь, что я гляну? Может быть, отсюда уходит в салон, потому что здесь, смотри, здесь мало предов. Мы видим всего 6 предохранителей. На такую машину 6 предохранителей — это маловато. Значит, надо найти блок предохранителей. Скорее всего, он где-нибудь вот здесь находится. Ни хрена себе! Да ладно! Тут можно челлендж делать. Где находится кнопка подогрева? На этой машине, оказывается, есть подогрев сидений. Где находится кнопка? Даже французам это не дано. То есть французы делают обычно кнопку вот здесь, а итальянцы сделали вот здесь. Посмотри, где кнопка стоит. Просто дичь. У меня есть очень интересная информация. Угу. Половина проводов перекушена. Нет. Информация такая ли, которую ты точно не ожидаешь. Абсолютно. Ну да, так. И звучит она так. Все предохранители целые. Это хорошая новость. Там нечто гораздо более интересное. Ну? Подсунься туда вниз и посмотри на 2 предохранителя, которые от нас самые дальние. Но один из них не совсем пред уже. Они оба такие, Олег. Выдергиваю один и выдергиваю второй. По-моему, с ними все в порядке. Но они живые. Живые, да. Владка, поставишь себе такие в поинтер? Нет. Тогда просто меняем их сейчас на другие сразу, чтобы больше не париться. Потому что, мне кажется, там контакт ужасный внутри. Я правильно понимаю, что они живые, но поплавленные? Да, да. Нет, питания на них не появилось. А давай мы попробуем так. Валаска, включи фары. Фары. О, это фары. Офигеть, это ближний. Ксенон хорошо поставили. Да, вот смотрю, а горит только одна, кстати. Вот, горит только левая. Нам это не интересно, товарищи. Это предохранители на фары. На ближний свет, левую и правую фару. Так, ну что, 30-ка у нас так и не появилась одна новая. Хреново. Олег, Что? у меня для тебя интересные новости. Рассказывай. Это не 30-ка. Это клемма 87, и она есть. Посмотри. Чего? Смотри, как она. Смотри. Это клемма 87, смотри, я выключаю. Реле ее включай. Подожди, Матроник. это крайний раз? Да, вот он, фиолетовый, черный. Угу.
Ай-яй-яй! А твой пинаут говорит о том, что здесь должна быть Пинаут, 30. да, Хрен да. из два, это 87-я, и она есть. Просто неправильная схема. Да-да-да, то есть Олег нашел схему, в которой написано, что сюда должна приходить 30-ка, а сюда приходит 87-я клемма. И она есть, точно приходит. И значит, что мы не можем верить, Олег, в схему подключения ДПКВ, ДПРВ тоже. Получается, что так. Итак, полчаса гугления, и результат такой. Мы нашли электросхему, и, по сути, примерно то же самое, что мы видели там, плюс-минус такая же схема здесь и есть уже от этой машины. Мы сейчас делаем таким образом. Олег идет за осциллографом, я полезу туда, вот как раз обдирать свои руки, чтобы лезть к датчику положения коленвала, чтобы мы на нем именно подключились и посмотрели, какие импульсы идут с него. Здесь все настолько плотно, вот. Здесь даже между мотором и моторным щитом туда руку просунуть не получится. Да, распредвал точно здесь, я его вижу, да. Но, может быть, второй датчик — это датчик детонации, а не тот, который мы искали. И вот, скорее всего, так и есть. А ДПКВ все-таки вот он, наверное. Вон там внутри я вижу один разъем. Да, если мы сейчас теоретически снимем вот этот впуск, то я туда смогу подсунуть руку. О, снял разъем, есть. Блин, я всю дорогу думаю, что это такое там лежит, рыжее. А теперь понял, посмотри. Я думал, что это какой-то стабилизатор неутюненный. Видишь, рыжее что-то лежит? Это фонарик. Сервис, похоже, забыл. Да, фонарик. Посмотри туда, Болотка. А я еще видел, я думаю, что это такое рыжее там лежит, вон. Так, у нас есть специально обученная лампочка, силовуха для прозвонки таких проводов. Мы делаем это очень легко. Олег с той стороны кидает провод на массу, а я с этой стороны подаю туда 12 вольт. И если у нас все в порядке с проводкой, то лампочка загорается. Итак, вот мы проверяем, что в случае, если есть масса на этом проводе, лампочка горит. Все. Теперь делаем то же самое через эти провода. Нету, Олег, ничего. Так, подожди. Нет, ты воткнись куда-нибудь. Давай, я в один воткнулся, все. В один воткнулся. А ты можешь по всему разъему пробежаться. Да. Оп. Глушняк, я тебе скажу, если загорится. Можешь тыкаться во все подряд. Пока тишина, Олег. Да, я... Ух, эпический. Олег, там ты что, взрываешься уже, что ли? Хорошая была идея, Эльдар. Что? Потыкаться во все. Особенно в плюс. Видишь, с кем поведешься, от того и наберешься. Ты вот к нам попал в команду несогрешимый, непогрешимый Олег. У нас он научился уже вот Да, грешить. Все нормально. Все нормально? Все. Ну, короче, смотри. Вот, раз, два, правильно? Да. Ну, вот это они должны быть, ну, ни хрена. Лампочка загорелась. Опа, да, вот лампочка загорается, Олег. Вот она. Да? Это он. А что это такое? Какой это пин по номеру? Чтоб я знал. Олег, А? это датчик детонации. Это детон, значит, это не то. Все, понятно. Все, это не ДПКВ. Здесь нужно остановиться и прояснить один момент. Как вы помните, еще вчера мы заметили, что у нас приходит странный сигнал с датчика положения распредвала и коленвала. И мы решили посмотреть, где они находятся. Я загуглил, оказалось, что датчик положения коленвала у этого Фиата должен выходить на левую сторону по ходу автомобиля, то есть на правую, когда ты слышишь под капот, над коробкой. Мы заглянули туда, проверили и увидели, что там есть разъем, но он принадлежит датчику детонации. То есть это точно не датчик положения коленвала. Я заглянул под коллектор с другой стороны, Грэма, и увидел еще 3 одинаковых разъема. Один из них датчик детонации, а 2 других как раз положение коленвала и распредвала. И так как, похоже, принцип нулевой ошибки на производстве Фиата не касался, поэтому они решили сделать 4 абсолютно одинаковых разъема рядом, в надежде, что тот человек, который туда залезет, их не перепутает. А наша идея как раз и состояла в том, что их, возможно, кто-то перепутал. Так, снизу мы туда подлезть тоже не особо... Ой, там подрамник. Нет, без шансов. Снизу тоже без шансов. Снимать впускной коллектор я не хочу. Но можно отстрелить вот эту опору, и тогда появится место, чтобы руку засунуть. Давай, Толь, шлепнем вот эту опору. Он, наверное, А его уже выкрутили? Да. Он выкрученный, 1 болт на опоре. Смотри. Похоже, идем по чьим-то Да, смотри. Болт на опоре выкручен. И даже вытащить его не смогли. Он упирается в кронштейн, но его выкрутили, этот болт. Мы реально идем по чьим-то следам. Вот, все, супер. Спасибо, Толь. Она все равно напрочь мертвая, эта опора. Охренеть, смотри.
Она не просто мертвая. Олег, у тебя на дискоче стальные блоки так же выглядит? Нет. Ей конец этой опоре. 100 лет. Так, ну что, поехали. Итак, смотрите, это почти чистая рука. Я ее один раз туда засовываю и конец. Отдай руку. Все, вот он. Итак, отпускать я его не буду. Давайте мне сразу контрольную лампочку нашу. Затыкаюсь на центральный. Давай. Есть? Есть. Ничего нету, да? Абсолютно. Я тебе скажу, если загорится. Машина. Ну ладно, пошел по порядку. По нашей проторенной дорожке. Опа, было. Вот оно, да. Вот оно. Что это такое? 8, Олег. 8,12. Это тайминг. Это тайминг-сенсор, Олег. 8,12. Но только разъем я снял, не с тайминг-сенсора. Я снял разъем, разъемы хрен пойми одинаковые? откуда. Да, почти все одинаковые разъемы. Они Тайминг-сенсор у меня перепутать рядом. Просто. А я вот уже так и думаю. Ты просто посмотри, вот у него. Перепутали, может быть, просто. Так вопрос в другом. Перепутали. Перепутали уже после того, как машина сдохла. Это уже в сервисе делали. Вряд ли оно самоперепуталось ночью. Все, значит, я точно знаю, куда его подключать, этот разъем. Я выдергиваю тот второй. А второй сейчас будет ДПКВ, Олег. Ну вот давай проверим. Или нет? Тут, наверное, вот что мы забили. Мы видели детонации. Но это не похоже на сигнал ДПКВ, ДПРВ. Вообще никак не похоже. Там же еще датчик детона. На колено, они, наверное, колено на детон воткнули. И поэтому мы, когда крутили мотор, мы видели сигнал с датчика детонации. Ну я уже, смотри, один мы точно знаем. Один я сейчас подключаю правильно, потому что я знаю точно, где датчик положения распредвала. Я от него провод вижу вот здесь. Ну да. Все, я его подключаю сейчас сразу правильно. Поясни тайминг-сенсор. Датчик положения распредвала. Тайминг-сенсор — это датчик положения распредвала. Потому что, окей, распред ты сейчас восстановил, Так. но колено-то не в распред было воткнуто тогда, получается. Получается, нет. Пока неизвестно, что из этого колена. Олег, напомню, что у меня остается еще 3 разъема. С этой стороны? Да. Понятно. То есть чуваки просто на рандоме втыкали. Похоже, что да. Возможно, они проверяли, а потом типа воткнули, как было. Ну, в смысле, как угодно, точнее. Синий разъем и синяя ответная часть. Вот сейчас. Вот этот синий разъем был воткнут вот в этот черный датчик. Видишь? Естественно, так как мы предполагали, и получилось. Вместо датчиков положения коленвала и распредвала были воткнуты датчики детонации. И если кто-то из вас подумал, что, возможно, именно в этом причина незапуска Фиата, то сразу скажу нет. Все дело в том, что, как вы помните, владелец говорил, что он приехал на машине, поставил ее, а потом она перестала заводиться. И что, за это время датчики сами перепутались? Нет, естественно, мы предположили, что их перепутал, скорее всего, автосервис, тот самый, в котором стоял Фиат, в тот момент, когда они туда лазили и проверяли эти датчики. Ну, то есть они как бы подложили нам дополнительную свинью, с которой мы довольно быстро разобрались. Поэтому давайте искать причину дальше. Ё-моё, молоко хоть за вредность будут давать? Нет? Просто жесть вообще. Это так неудобно. Вот все вот эти следы, Олег, это когда ты знаешь, на тебя что-то давит острое со всех сторон. Вот эти вот все следы, они здесь уже вот они заросли. Я понимаю, да. Это конец вообще. О! Я сделал вот так. Вот, Баласка, ты хотел узнать? Я сейчас сделал вот так. Вот так. Все ништяк. Теперь надо сделать вот так. И это самое сложное, потому что именно из-за этого пальцы болят. Точнее, рука болит. Сейчас. Нет, не втыкается. Давай! Да как так-то, блин? Пожалуйста, блин, да у меня уже все, я прям не могу, прям болит рука. Вообще, нет, я, короче, извините. О, смотри. Аж посинело уже просто. Это вот все, еще раз говорю, это из-за того, что я пытаюсь вот так сделать. То есть меня вот сюда давит, я пытаюсь это сделать, и у меня изнутри, вообще жесть. Так я попробую с этой стороны подлезть к нему. С чили-перцами. О, так отсюда проще залезть вообще намного. Все. Ё-моё. Все. Столько времени обдирал руку, чтобы вот так за секунду воткнуть его. Итак, Олег, предлагаю подключать осциллограф и смотреть сигнал ДПКВ, ДПРВ. В общем, ситуация какая? Все мы наконец-то подключили правильно теперь.
никак было подключено неправильно. И теперь мы можем спокойно посмотреть сигналы ДПКВ, ДПРВ прямо на блоке управления. Провода мы проверили, отсюда до блока все исправно. Так. Вот, смотри сюда, сейчас включаю зажигание, здесь загорается красненький. Дальше кручу, и он моргает зеленым. Кручу. Не было? Глушняк, да, Толь? Зеленый ни разу не моргнул? По-моему, нет. Нет. Попробуй еще раз. А тут зато было. Сигнал ДПКВ отличный. Все. Ну, правда, какой отличный он. Ну это неравномерно крутит, да. Ну, индукционный датчик, понятное дело, чем быстрее он крутишь, тем есть, и зуб мы здесь видим. Этот. Мы могли искать причину, почему она не заводится, а причина совсем в другом, потому что сервис перепутал разъемы. Давай ДПРВ тоже глянем, что с него. Может быть, ему важен тоже и один импульс ДПРВ. Ну, четкий сигнал. Можем даже посмотреть, что он попадает всегда в одно и то же место. Вот как раз он перед началом. За один импульс. Да, вот теперь мы знаем, что это колено, да, это распред в этом его положении. нет. Да. И потом он опять. И потом опять. Причем широченный, красивый, все. Ну, все есть. Все в порядке с фазами. Блок управления видит все, что ему нужно. И теперь главный вопрос. Какого хрена? Теперь я точно знаю, почему на этой машине приговорили блок. Потому что плюсы на блок есть, минусы на блок есть, импульсы ДПКВ, ДПРВ есть, а блок ничего из себя не выдает. Значит, надо приговаривать блок. И они это сделали не зря. Давай залезем, глянем. Да, его смотрели друзья олеговские. Нет, в смысле, друзья не этого Олега, друзья Олега, владельца этой машины. И они сказали, что там все в порядке. А теперь посмотрит настоящий профессионал. Человек, который никогда не ошибается и находит легко любые неисправности в любой электронике. Нормально я накидал, да? Итак, Олег наблюдает за блоком. Я буду комментировать. На АвтоВАЗе стояли абсолютно точно такие же блоки, которые называются Bosch M154N. Вот, например, выглядит один в один точно так же. И называли их, знаешь как? Консервная банка. В отличие от всех других типов блока, он выглядит именно вот так. Вот такая жестянка на нем. Он выглядит как кастрюля. А все остальные блоки, например, январь. Ты видел январь? Он дюралевый, такой плоский, жесткий, плотный. А этот реально как будто консервная банка какая-то. Итак, Олег выходит на финишную прямую. Это буквально выход 1 на 1. И Олег почти. Давай, он замахивается и будет удар. Внимание. Олег, почему так долго? У меня уже закончились слова для комментариев. И удар, слова, да? И Олег забивает гол очень плохо, мяч отлетает от штанги, попадает в собаку, выбежавшую на поле, но все-таки умудряется залететь в ворота. Да, и это победа. Ни хрена себе! Вот это да! Он что, на лампах? Нет, на транзисторах, как видишь. Да, причем какой. Давай сразу открутим и снизу глянем. Мне кажется, снизу его никто не откручивал, не смотрел. Ничего интересного. Ну там вообще ни хрена интересного в этом блоке. Еще? Олег. Чего? Олег, ну давай, вот положи руку на сердце и скажи, что ты веришь в то, что вот это может как-то влиять на незапуск машины. Да ну не очень, но все равно же это чистить надо. Не, понятно. Ну, короче, на данный момент в блоке ничего подозрительного не обнаружено. Вот парочка таких мест, вот, и одно Олег уже почистил, вот второе. Вот одно, вот второе, вот. Офигеть, у тебя зубная щетка. У тебя зубная щетка состоит из палок. Да вот как-то вышло так. Олег, ну найди в этом блоке проблему. Да не вижу я в ней проблемы. Надо, короче, его ставить, подключать ланчугу, смотреть на параметры. И, кстати, без ДМРВ оно заведется? Я уверен, заведется, конечно. Давай, дата стрим. Так, Engine RPM. Угу. Все, 0. Ну что, крутим? О, видит, 200, смотри. А у меня ни хрена на тахометр не отдается. Ну не И не вырубилось? Вот сейчас вырубилось, вырубилось. да. Вырубилось Но что-то через какое-то видел. время. Но что-то видел. Все, 180-200 оборотов было. Вырубилось.
Короче, напряжение, похоже, проседает реально. То есть пока его хватает, все нормально. Когда оно проседает, а не в этом ли проблема у нас, что что-то с блоком не то с напряжением, оно просто с него слетает, и он как бы уходит в спящий режим. Может. Олег, Какая-то ошибочка. у нас еще. ошибка Camshaft Position Sensor. Ух ты ж надо ж. Да, 0,8 Camshaft. А вот из-за этого вполне легко он может искру-то и не давать. Конечно, без распредвала он может не работать абсолютно. А что ему не нравится? Ведь у нас приходит, да? Мы видели на правильной ноге и сигнал с ДПРВ. И до этого такой ошибки не было. Откуда там этот камшафт Ерор, особенно учитывая, что вроде как сигналы-то нормальные? Ненормальный, Олег. Мне кажется, что вот на колени сигнал идеальный, а на камшафте, вспомни, он очень Давай пушистый. еще раз посмотрим на него, причем на обе ножки. Да, короче, у нас, возможно, проблема именно с камшафтом, с тем, что на нем вот этот шум создается почему-то. А почему он создается? А что если у нас проблема банально с фазами? Как будет себя вести машина, если не будет получать сигнал с ДПРВ своевременный в нужный момент? А если будет получать его в другой момент? Будет себя так и вести, не будет заводиться. А вот откуда ты знаешь? Может быть, она будет заводиться, но просто как бы, неизвестно. То есть у нас вообще проблема может быть просто в неправильном ГРМе. Неправильные фазы и привет. Есть версия, что из-за этого она может и не заводиться. Это логично. Здесь фазированный впрыск, 5 цилиндров, 100% каждая форсунка бьет свое время, каждая катушка тоже бьет свое время отдельно. И ему важно знать положение распредвала, 100% этому мотору. И, возможно, если сигнал он не получает или получает неправильный, то из-за этого машина не заводится. Так вот, здесь главный прикол в том, что мы попытались найти в интернете как это, референс, то есть как должен выглядеть сигнал, и нигде не можем найти на такой старый Fiat этого. И вдруг сейчас случайно я напарываюсь на форум, где 14 апреля 2010 года некто Петяня пишет, что ему притащили Fiat Maria с таким же мотором 182 А1.30, как у нас, 96 года. И он снял с него осциллограмму, и осциллограмма выглядит абсолютно как у нас. Казалось бы, надо радоваться, но при этом у него тоже висит ошибка, фазовый датчик, обрыв замыкания на плюс. И вот вопрос. Я сейчас хочу дочитать до конца эту тему. Да. Знаешь, что тут написано? Что? В общем, был перескок ремня на зуб по коленвалу. Блин, вот Стас старался, прописывал нам сценарий на 7 дней, а ты взял его сейчас весь рассказал. Да. Чужой сценарий причем. Да. Кто-то уже, видишь, такой ролик снимал, только не снял. Могу зачитать сообщение, которое начинается со слов «все завел». Могу просто показать тебе кое-что, Олег, и ты сразу все поймешь. Осциллограмму? Да. Он просто переставил ГРМ, и все. И все. Мы искали именно это. Мы искали осциллограмму правильной машины, которая заводится. И мы И нашли ее. Да, вот человек. И выяснилось, что у нас тоже не такая. Да, все. Значит, перескочил ГРМ. А как он мог перескочить? Вот иди глянь, Толь. Прослабленный ремень. Ну, так в целом на колени, то есть вот, грубо говоря, ему дает, видишь, возможность подняться так, чтобы, например, на меньшем радиусе скакнуть. И ведь теоретически как раз вот он пришел через 3 дня на холодном масле, на холодном моторе крутанул, скакнул ремень. Да, вот он, и один зуб как раз видим выпиленный. Сколько раз мы ездили на оживление со Славой, и он говорил, точно дело в ГРМ. И когда реально... Метках, да. Да, точно надо проверять метки. И ни разу не сработало. И когда реально машина с метками приехала, Славы нет. Я звоню Славе. Это конец какой-то просто. Теория с перескоком ремня ГРМ просто огонь. Она идеально ложится в нашу ситуацию. И плюс к тому же, как мы помним, владелец Фиата говорил о том, что он собирался поменять ремень ГРМ. А значит, я ни секунды не думая, просто бросаю все и иду заказывать новые запчасти. Итак, есть информация. Информация вполне себе хорошая и плохая. Начну с плохой. Плохие новости звучат так. Оригинальных оправок для выставления валов нет нигде в продаже, ни новых, ни БУ,
Никакого ни GTC, ни Ликоты, ни за какие деньги их купить невозможно. Но Есть хорошее. Все остальное мы заказали. Все остальное, внимание, мы заказали комплект ГРМ с 2 роликами, помпу, сальник коленвала, 2 сальника распредвала и, ну и, соответственно, ремень сам и все остальное. И все это вместе стоит 18 тысяч рублей. Просто подарок, просто подарок. И ремень будет Конти. И ремень самое дорогое из всего этого. Сальники там вообще по 300 рублей. Короче, результат такой. 18 тысяч рублей плюс день работы Толи. Счастливого Толи, видишь, как он рад этому. И мы все уверены, что этот Фиат заведется. Однако Олега всю дорогу волнует один вопрос. А загнули ли все-таки клапана на этом моторе? И понятно, что никто сейчас знать не может, но, держа пальцы крестиком, я могу сказать, что, скорее всего, нет. Я еще раз перечитал ту ветку форума, и у чела, судя по всему, перескок был плюс-минус такой же, как и у нас, и там клапана не загнуло. Это раз. И второе, ты скажешь, а что же тогда фыркает? Да просто, если ты 2-3 зуба на колени сместишь, то у тебя уже фазы будут... В конце фазы будет. Да. Вот, то есть фырканье может быть не следствием, что клапан загнут, а следствием просто неправильных фаз. И мы на это сейчас очень надеемся. Напомню, что это оживление, даже если, раз мы нашли здесь результат и так далее, это не все. В этом же оживлении у нас есть еще одна машина, поэтому мы вызовем ее на вторник. И во вторник мы будем заниматься 7. В общем, прикольно, но как-то вот не хватило мне. Блин, сейчас я договорюсь, и это не поможет. 23 дня. 23 дня, да. Нет, я про то, что надо полирнуть, вот надо вот это вот приятное вот это вот ощущение победы над Фиатом полирнуть 7. Вот надо полирнуть его 7. Мне кажется, Слава будет смотреть это видео и плакать просто. Говорить, ну я же знал. Он точно знал. Он знал это еще до того, как мы взяли в оживление эту машину. Ладно, все, теперь точно все. Стопим звук, собираем инструмент и разъезжаемся. Как фазы на этой машине. Ну вы же не надеялись, что такой ролик может закончиться за 2 часа и за 1 часть? Конечно же нет. На самом деле этот ролик длится 4 часа, и поэтому было решено поделить его на 2 части. И, пожалуйста, не пинайте строго, но на следующей неделе в четверг будет 2 часть. И будет она намного интереснее, чем даже эта первая. А на этом все. Как-то так. Всем пока. Мы Толю оставляем здесь, в его горе, по-другому это не назовешь. Ого! ну чё за нахрен? Олег! То есть это еще одна новая проблема вот сейчас. То есть, короче, задирает оборот, дерет он обороты до 3500, ну или до 2500 в данном случае. Все. Да. Весь день ковыряний, ни Фиат не завелся, ни 7 не заработал. Ладно.